За 8 лет на троне этот султан ни разу лично не возглавил большой военный поход. Он не стал вторым Сулейманом, не жил в походном лагере, не появлялся перед армией так, как это делал его отец. И все же именно при нем Османская империя захватила Кипр. Потом ее флот разгромили при Лепанто в одном из самых известных морских сражений XVI века. Казалось бы, после такого поражения Кипр должны были вернуть Венеции, но вышло наоборот. Уже через 2 года Венеция подписала мир и официально признала остров Османским. Проиграть главное сражение войны и все равно оставить трофей за собой. Как такое вообще возможно? В сентябре 1566 года умирает Сулейман Великолепный. Для империи это была тяжелая смена власти. Почти 46 лет страной правил султан, который лично водил армии в походы, принимал послов, назначал визирей и был лицом своей эпохи. После него трон получает сын Хюррем, Селим. Приветствую вас, дорогие зрители! Я рад приветствовать вас в своем историческом чертоге. Позвольте мне показать вам чудеса моей эпохи. В 1524 году у Сулеймана и Хюррем родился сын. Его назвали Селимом, в честь деда, Селима I. Став султаном, он не станет копией отца. Он не поведет войска через Европу и не будет лично командовать армией в поле. Зато рядом с ним окажется опытный великий визирь Соколу, Мехмед Паша. Человек, который хорошо знал, как устроена огромная империя и как ее управлять каждый день. При Селиме Османская империя заберет Кипр, потом потерпит тяжелое поражение при Лепанто, потом уже к следующему году восстановит флот, а в 1573 году Венеция признает, Кипр остается у Османской империи. Так кем был Селим II? Слабым наследником, которому просто повезло пережить всех соперников? Или султаном, при котором стало особенно видно, что империя может держаться не только на одном великом полководце? В Османской империи наследование престола редко проходило спокойно. У султана могло быть несколько сыновей. Каждый получал образование, свой двор, связи, сторонников среди чиновников и военных, а еще опыт управления провинцией. Но правила, по которому трон автоматически переходил старшему сыну, не было. Поэтому после смерти султана почти всегда начиналась борьба. У Сулеймана было несколько сыновей. Старший Мустафа считался сильным наследником. Его поддерживали многие военные. Потом умерли Мехмед и Джихангир, а в последние годы правления Сулеймана борьба за престол свелась к 2 братьям – Селиму и Баязиду. И это была необычная семейная ссора. За каждым из них стояли люди, которые понимали – победит их кандидат, они получат влияние, должности и доступ к власти. В 1559 году конфликт перерос в открытую войну. Селим победил Баязида. Баязид бежал в Персию вместе с сыновьями, надеясь получить защиту у шаха Тахмаспа, но убежище его не спасло. Через 2 года шах выдал Баязида османским представителям. Баязида и 4 его сыновей казнили. Важно не упрощать этот момент. Приказ о казни исходил от их отца, Сулеймана, который все еще был султаном. Но Селим был главным соперником Баязида и участвовал в дипломатическом давлении на шаха. После этого рядом с Селимом уже не осталось взрослого брата, который мог бы оспорить трон. Через 5 лет ему предстояло занять место человека, с которым его будут сравнивать всю жизнь. Сулейман умер во время похода у стен Сигетвара. Он правил почти 46 лет. Для подданных он был не просто султаном, он был символом силы, человеком, который лично отправлялся в походы, принимал послов, решал судьбы визирей и вел войны с Габсбургами и сефевидами. И вот эту империю получает его сын Селим. На тот момент ему 42 года. Это не юный наследник и не случайный человек, которого посадили на трон чужие руки. У него уже был опыт управления провинциями, понимание дворцовой политики и свое окружение. Но править он собирался иначе.
Сулейман строил власть через личное присутствие. Его должны были видеть в походе, на приеме, перед войском, на церемонии. Селим, наоборот, все больше оставался в столице. Он не возглавлял армию в поле, и для современников это выглядело непривычно. Османский султан, который не едет впереди войска. Из этого легко собрать простую историю. Великий отец, слабый сын, начало упадка. Но реальность была сложнее, потому что рядом с Селимом оказался один из самых опытных государственных деятелей своего времени. Его звали Соколу Мехмед Паша. Он не появился при Селиме из ниоткуда. Великим визирем Соколу стал еще при Сулеймане. Он был человеком старой системы и отлично знал, как работает империя изнутри. Армия, налоги, чиновники, дипломатия, провинции, снабжение, флот, договоры. Такое государство не могло держаться только на одном человеке, даже если этим человеком был Сулейман. При Селиме роль Соколу стала еще заметнее. Но здесь важно не уйти в другую крайность. Нельзя говорить, что Селим вообще ничего не решал, а Соколу был тайным султаном. Власть все равно исходила от султана. Его имя давало решениям законность. Без него государственная система не работала. Но в повседневном управлении Мехмед Паша был ключевой фигурой. И в этом, пожалуй, главная особенность правления Селима. Бюрократическая система не появилась с нуля именно при нем. Она существовала и раньше. Но при Селиме особенно стало видно, насколько много зависит от визирей, совета и чиновников, которые годами занимаются конкретными задачами. Звучит не так эффектно, как личный поход султана, но для огромной империи это было критически важно. Когда правитель постоянно находится в армии, многое держится на его личном присутствии. Когда султан остается в столице, система должна уметь работать без того, чтобы он лично контролировал каждую компанию. И очень скоро эта система прошла серьезную проверку. Проверкой стал Кипр. В XVI веке Кипр принадлежал Венеции. Остров был важен не только из-за городов и портов. Он лежал в Восточном Средиземноморье, рядом с торговыми путями и османскими землями в Анатолии, Сирии и Египте. Контроль над Кипром давал серьезное стратегическое преимущество на море. В 1570 году Османская империя начала войну против Венеции. Сначала пала Никосия, потом началась долгая и тяжелая осада Фомагуста. Для Венеции потеря Кипра означала не только территориальное поражение. Это были деньги, торговля, влияние и важная точка на карте Средиземноморья. Но для Европы война стала еще и сигналом. После смерти Сулеймана Османская империя не остановилась. Она продолжила расширяться. В ответ Папская область, Венеция, Испания и несколько итальянских государств объединились в Священную Лигу. Их цель была простой – остановить Османский флот и вернуть инициативу на море. К осени 1571 года Фомагуста уже пала, и Кипр фактически был потерян Венеции. Но последствия войны решались уже не на острове. – 7 октября 1571 года в водах у Лепанта встретились две огромные флотилии. С одной стороны Османская империя, с другой – Священная Лига. Это была эпоха галер. Корабли шли не только под парусами, их двигали сотни весел. На палубах стояли солдаты, пушки били почти в упор, а потом корабли сходились настолько близко, что морской бой превращался в рукопашный. В тот день Османский флот потерпел тяжелое поражение. Для Европы это был огромный успех. Христианская коалиция впервые так громко победила Османский флот на море. После битвы многие решили, что османское наступление в Средиземноморье удалось остановить. Именно тогда образ Селима как слабого сына великого отца стал особенно удобным. Султан сидит в столице, флот разгромлен. Империя должна начать сдавать позиции. Но после Лепанта Османская империя не рухнула и не вышла из войны. Она начала восстанавливать силы. Лепанто стало серьезным ударом. Османская империя потеряла корабли, людей и опытных моряков.
Это было важно и для ее военной репутации, и для положения на море. Но у империи оставались огромные ресурсы: верфи Золотого Рога, лес, деньги, рабочие, чиновники, моряки и люди, которые понимали, как быстро заново собрать военную машину. Флот начали восстанавливать почти сразу, и уже к следующему году Священная Лига столкнулась с новой османской эскадрой. Дальше случилось то, что ломает привычный сюжет о полном крахе. В 1573 году Венеция подписала мир с Османской империей. Она признала переход Кипра под османскую власть. Получается почти парадокс. Османы проиграли самое известное морское сражение этой войны, но сохранили главный результат кампании – Кипр. Поэтому Селима нельзя описать одним словом. Он не был великим полководцем, как его отец. Он не стоял на поле боя. Но при нем государство выдержало тяжелый удар, восстановило флот и сохранило стратегический результат войны. И тут возникает другой вопрос. Что остается после правителя, которого не помнят прежде всего по победам на поле боя? При Селиме II архитектор Синан начал строить большую мечеть в Эдирне. К тому моменту Синан уже был легендой. Он работал еще при Сулеймане, строил мечети, мосты, дворцы, мавзолеи и большие благотворительные комплексы. Во многом именно он сформировал архитектурный язык Османской империи. Мечеть Селимия стала одним из главных его произведений. 4 минарета, огромный купол, светлый внутренний объем и силуэт, который до сих пор доминирует над городом. Селим умер в декабре 1574 года, но его имя осталось на здании, которое пережило и его самого, и его сына, и всю Османскую империю. В этом хорошо видно противоречие его правления. Селим не стал вторым Сулейманом, но и не обязан был им становиться. Сулейман был лицом империи в походах. Селим правил в момент, когда особенно заметной стала роль визирей, двора, чиновников и военных. Он не создал эту систему, но его правление показало, насколько она важна. Иногда такая система позволяет государству пережить даже тяжелое поражение. Иногда, наоборот, делает власть слишком далекой от того, что происходит в стране. Но за 8 лет правления Селима империя не рухнула. Она захватила Кипр, пережила Лепанто, восстановила флот и оставила после себя Селимию, которую сегодня считают одной из вершин османской архитектуры. Поэтому Селим II не укладывается в простую форму. Он не был новым Сулейманом, но назвать его бесполезным правителем тоже нельзя. Он получил огромную империю сразу после человека, превзойти которого было почти невозможно. И оказался в эпохе, когда одной сабли, одного коня и личной храбрости уже не хватало. Нужны были чиновники, нужны были деньги, нужен был флот. Нужны были люди, которые могли быстро восстановить страну после поражения. Селим не водил армию лично, но при нем стало особенно ясно. Османская империя уже была настолько большой, что могла воевать, побеждать, проигрывать и восстанавливаться без постоянного присутствия султана на поле боя. Напишите в комментариях, про кого сделать следующий выпуск. Ставьте лайк, если зацепило, и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую историю. До встречи! Смотри, как я подпишусь на этот канал. И поставлю лайк, потому что видео супер.